Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня я буду делать для вас расклад на тему, которую у меня очень часто запрашивали в предыдущие дни под моими видео. Тема эта звучит следующим образом: собирается ли он меня возвращать? Конечно же, эта тема в первую очередь подойдет тем, кто находится сейчас на паузе, в расставании, и вы не знаете, что там мужчина себе думает вообще, да. Также этот расклад подойдет для тех, у кого отношения странные, застывшие, ничего не происходит, и вы не понимаете, мужчине чего-то вообще от вас нужно, или что, или ничего больше. Так что такая ситуация тоже, конечно, подойдет для этого расклада. Использовать буду колоду Таро Эллен Дуган. Вам необходимо, как всегда, сконцентрировать ваше внимание на вашем мужчине. Визуализируйте его, пожалуйста, хорошенько представьте. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне подарки, таким образом поддерживает меня. Моим спонсорам отдельная благодарность огромная. Благодарю вас за ваши комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно вас всех люблю. Итак, собирается ли он вас возвращать? Колода Таро Эллен Дуган. Мужчина супер манипулятор. Здесь мужчина с очень сильной энергетикой, и он этим своим даром, который дан ему от природы, весьма и весьма успешно пользуется. Причем здесь есть мужчины от рождения, прирожденные манипуляторы. Есть мужчины, которые научились этому со временем, с течением жизни, так сказать, жизненным опытом. А есть еще среди ваших мужчин такие, которые могут осознанно развивать свои энергетические способности, заниматься различными практиками, психологическими, энергетическими, эзотерикой кто-то может увлекаться, кто-то может психологией увлекаться. Ну, в общем, такой мужчина. Ого-го, какой непростой здесь у нас. Ну и, конечно, безусловно, доминирующий. Что за мужчина еще? Много страсти в отношениях, вас, конечно, очень сильно тянет друг к другу. Что за мужчина еще? Как нам его покажут? Живо интересующийся жизнью вообще, любящий жизнь, стремящийся к новым впечатлениям. Очень многие из ваших мужчин могут быть моложе вас. Если мужчина не младше, ну прям для очень многих, младше мужчина. Если не младше, то тогда он сам по себе такой вот мальчишка в душе. Человек, да, несмотря на этот аркан маг, который мы увидели на дне колоды, да, такой он у вас, да, но ко всему прочему он еще и очень любит жизнь и очень юный взгляд у него на жизнь. Мальчишка в душе, и, кстати, могут быть и поступки незрелые у этого человека. Угу. В своей жизни он переживал опыт отношений неудачных, были расставания, была сердечная боль. И что в итоге у нас? Ну, ничего страшного, он все это пережил. Мужчина не очень постоянный и не очень такой. Он не будет слишком сильно сосредотачиваться на своей душевной боли, даже если он ее испытал. А все это дело он переживет, и покатится его колесо фортуны дальше. То есть мужчина сильно зацикливаться на этом не будет. Но он, конечно, так же, как и любой другой человек, способен испытывать душевную боль, способен сожалеть о том, что произошло, и скучать по женщине, которая действительно дорогая его сердцу. Но как-то, вы знаете, он близко к сердцу слишком-то это и не принимает. Истории были, как минимум одна, а может быть и несколько. И в этих историях больше была в таких сложных энергиях женщина, возможно, и вас показывают. Ваше расставание, уход, ваше ли его из отношений с тяжелым сердцем. И больше здесь эмоционально пострадала женщина. А мужчина, ну, если не как с гуся вода, вовсе нет. Он тоже испытывает, безусловно, сложные такие вот эмоции. Но он умеет себя правильно настроить и не зацикливаться на негативе. Ну, теперь будем переходить непосредственно к теме расклада. Этот мужчина вообще чего-то с вами хочет дальше. У вас очень сложные отношения, у нас уже который день выходит тяжелейшая ситуация.
Хочется, конечно, раскрыть карты и увидеть исключительно прекрасные светлые энергии. У нас бывают такие периоды, когда или мужчина другой приходит на расклад, или же отношения улучшаются. Но вот сегодня далеко все, конечно, не айс. Хочет ли он чего-то с вами? Смотрите, вот это вы, и он вас так видит. Лежит женщина, девушка на постели, над ней 9 мечей, и они как будто огромным таким ледяным стальным грузом на нее давят. Она в очень тяжелом, очень непростом расположении духа. Она переживает, она мучается, она копается в себе, она копается в тех обстоятельствах, ситуациях, которые она сейчас переживает в отношениях именно с ним. Он считает, что вы слишком загружаетесь. Это, кстати, идет и в предыдущих раскладах у нас было. Сами слишком загружаетесь проблемами, и, соответственно, и ему такие энергии транслируете. Поэтому даже если он и хотел бы что-то с вами, он боится, что это будет продолжаться. Ваше недовольство, ваши переживания, ваши претензии к нему. Он просто, может быть, и хочет, давайте посмотрим, а хочет или нет, это мы поняли. Да, он хотел бы продолжения с вами отношений, хотел бы отношений страстных, ярких. Для тех, кто расстался с ним, он хотел бы восстановить, помириться с вами, восстановить отношения, чтобы они были еще ярче и еще более насыщенными, еще более страстными. Но у него есть большие опасения, что ваше поведение будет в таком же формате. Давайте-ка я спрошу. Вчера выходило у нас так, что у вас есть причины для такого поведения. У нас сегодня прям расклад перетекает плавно вчерашний расклад в сегодняшний. Если у вас для этого действительно повод, конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, вы тут такая девушка, которая можете себя накручивать, безусловно, можете. Но причины у вас для такого поведения однозначно есть. Потому что вы чувствуете огромную потерю своей энергии, отток своей энергии, как будто в никуда. У вас непонимание, что будет дальше. Много загадок здесь со стороны мужчины, много неясности, очень такой мутный, можно сказать, у нас мужчина. А поэтому у вас, безусловно, есть для этого причины таким образом себя вести. Это хорошо, что он умеет себя таким образом настраивать, что не обращать как-то, стараться внимания на это и в негатив не впадать, как он считает, негатив. И как-то проще ко всему относиться. Вы не можете относиться проще. С одной стороны, конечно, это не очень хорошо для вас, что вы реально можете загружаться этим. А с другой стороны, у вас причины для этого есть. Безусловно. Но вам вообще надо над своей эмоциональной сферой поработать, девочки, потому что у вас очень большие есть проколы в этом плане. Отток энергии, правда, сумасшедший, просто огромный. И вы эту энергию теряете. Вы должны осознать, что ваша энергия, она уходит в никуда. Потому что мужчине, ну вот ему, если не все равно, то особо как бы он от этого не страдает. Да? Страдаете больше вы. Ущерб здесь больше вам идет. Так, ну что. Какой он вас видит сейчас, кроме этой 9 мечей, которую мы уже трактовали? Какой он вас видит сейчас? Довольно резкой, возможно, уставший от всего, что происходило с ним в отношениях, и очень-очень трезвомыслящий. Он понимает, что сейчас розовые очки или у вас разбились, которые были на вашем носике, или же вы просто стали настолько опытной и настолько просто вот раскусываете все его штучки, которые он может делать, совершать. Где-то нечестности, где-то манипуляции, где-то еще что-то. Вы это все видите, как на ладони. То есть лапши вам тут не навешать на уши точно. Никаким образом он это сделать не сможет. Здравомыслящая, очень трезвомыслящая, где-то хладнокровная и очень такая... Позиция у вас жесткая достаточно. Такой он вас видит. Но он не считает, что вы хотите эту историю полностью закрыть с ним. Он считает, что через время вы можете созреть на то, чтобы, возможно, даже сделать первые шаги для вашего примирения, восстановления отношений или же выхода на новый уровень. Он видит вас сейчас такой. Но позиция достаточно жесткая у вас. В каком формате этот мужчина представляет себе дальнейшие отношения? В страстном мы поняли. Дальнейшие отношения в каком формате? Пока не знает. Он не знает.
Почему? Ну, считает, что должно время пройти, считает, что что-то должно утрястись, что-то должно как-то, возможно, лишнее отвалиться. В общем, тут мужчина не спешит с выводами. Будущее с вами он видит и хотел бы, но у него есть опасения, что по девятке мечей все будет продолжаться так, как было с вашей стороны, то есть ваше недовольство и ваши претензии, они будут дальше. С другой стороны, ему очень хотелось бы с вами отношения восстановить, но пока мужчина не спешит, потому что нужно время, как он считает. А во-вторых, пока он четкого образа будущего с вами не видит. Ему сложно сказать, что будет дальше. А вы ему вообще нужны? Нужны вообще вы этому мужчине? Если да, то для чего? Угу. Время покажет. Даже говорят Таро нам так. Девочки, очень многие из вас, если вы с ним расстались, то для многих из вас это действительно будет к лучшему, если расставание. Все, расставание. Вы расстались и пошли своей дорогой. Но для части из вас, достаточно большой, вы можете действительно пройти этот сложный период трансформации по аркану смерти, и все-таки вы можете с ним возродиться к чему-то новому. То есть здесь будет по-разному. Здесь не у всех будет приблизительно по одному сценарию. Здесь разные сценарии. Для тех, кто уже эти отношения закончил, завершил, поставил точку, я вчера вам говорила только в раскладе, можно аплодировать вам стоя. Так и есть, так и в этом раскладе будет выходить. Вы, если уже поставили точку, то значит правильно сделали, да, и то, что уже окончено в вашей душе, уже нужно отпускать. Однако же, дальше пошел у нас повешенный, многие из вас все-таки из этой ситуации полностью выйти не могут, и вы можете на что-то сейчас надеяться. Если не надеетесь, то, по крайней мере, у вас есть мысли о том, что, возможно, это не окончание, может быть, еще что-то может быть. И здесь действительно что-то через время может быть, но здесь именно покажет время. Сейчас очень сложно сказать, в каком формате дальше могут продолжаться ваши отношения. А имеет ли вообще с ним смысл продолжать отношения в том случае, если вы хотите этого? Имеет ли это смысл? Нельзя сказать, что нет. Я вам так скажу, если это ваш муж или мужчина, с которым у вас были серьезные отношения, вы с ним жили под одной крышей или что-то планировали, так вот серьезно, стабильно у вас с ним что-то было, то все-таки смысл в этом есть. Несмотря на то, что отношения не обещают быть простыми. Здесь и конфликтность, и... Ну, в общем, сложная энергия мне демонстрирует. Но, в принципе, если вы хотите с ним быть, с этим мужчиной, несмотря на все сложности, то все-таки имеет смысл с ним восстанавливать отношения, когда придет правильный момент. Не прямо сейчас, я не вижу, чтобы сейчас был подходящий момент для того, чтобы с ним восстановить отношения. Но для многих из вас есть. Для тех, кто хочет действительно с ним продолжать отношения, смысл здесь есть. Но отношения все равно будут непростыми. Просто здесь с ним не будет точно, с этим человеком. А стоит ли вам проявить инициативу вообще? Верховная жрица, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Здесь тоже нет универсального ответа для всех, потому что Верховная жрица, она настолько мудра, все ответы на все вопросы находятся в ней самой. Она знает ответы на все вопросы. И это вы, Верховная жрица, вы сами лучше знаете ответ. Поэтому вам здесь никто ничего рекомендовать не может. И, конечно, учитывая то, что здесь немножко раздвоилась у нас информация для тех, кто уже расстался и кто хочет с этим мужчиной дальше быть в отношениях, то, соответственно, для каждой из этих групп зрителей сегодня будет, конечно, по-разному, но в любом случае решение за вами. Решение за вами, и решение это придет. Не прямо сейчас, это будет немножко позже. И это будет очень правильное решение. То, что вы решите для себя, вот когда почувствуете, что все, я приняла решение, или уже действительно оставить это все, или же я хочу быть с ним дальше. Вы прям почувствуете. У вас на уровне интуиции это придет, но это будет абсолютная уверенность в правильности решения. А собирается ли он вас все-таки возвращать при всем при этом? Собирается ли он вас возвращать? Вы ему нужны. Да, вы вообще парой вышли. Тот мужчина прекрасно понимает, что очень вряд ли он может найти женщину более подходящую для него.
которая будет, ну, прям вот как тютелька в тютельку, как вчера мы с вами в раскладе тоже говорили, как пазлик к пазлику вы подходите. И, в общем, знаете, этот мужчина точно знает, что вы пара. Собирается ли возвращать, он рядом с собой другой женщины не видит. Даже если он сейчас в отношениях с другой женщиной, допустим, да, у вас треугольник, и он ушел к другой женщине. Это ни о чем не говорит. Он все равно понимает, что его пара – это вы. Соответственно, хочет ли он вас возвращать? Ну, терять он вас точно не хочет. То есть сказать, что здесь мужчина поставил точку, я точно не могу. Кстати, великолепно, конечно, просто шикарно, если вы оба земной стихии. Не обязательно, конечно, здесь так. Но если вы оба земной стихии, то просто вау, 100% ваша ситуация. Король Пентаклей и королева Пентаклей. Но не обязательно, вы, конечно, можете быть представителями разных стихий или одинаковых стихий. Важно то, что он вас видит парой. И отпускать этот мужчина вас точно не хочет. Более того, у него здесь такое даже понимание, что вы его собственность. Он сам по себе собственник. Можно ли все-таки через какое-то время от него ожидать действий, от этого человека? Ну, куда он денется? Конечно, действовать он будет, когда созреет. А у него, мы увидели, что он опасается, что, может быть, дальше вот так будет, ваше недовольство. Он считает, что с этим можно справиться. Конечно, он считает, что вы любите друг друга. И те эмоции, которые между вами есть на самом деле, они могут, в общем-то, решить все. Абсолютно. Человек этот мужчина считает, что у вас взаимная любовь, что вы любите друг друга. И что вообще любовь, она побеждает все. Хоть сейчас все сложно показали, все очень как-то так, не очень, да, но на самом деле через некоторое время к нему может прийти вот такое четкое осознание и понимание. Так же, как к вам, как к верховной жрице может прийти понимание, вы вообще с этим человеком хотите быть дальше или нет. Вы четко поймете для себя. Также и в его случае. Также и в его случае. Через некоторое время этот мужчина может ощутить новый всплеск чувств, эмоций. И, соответственно, именно любовь, именно чувства, именно эмоции, возродившиеся, могут его здесь толкнуть на действия. Причем тут этот мужчина может действовать в любом случае. И если вы с ним сейчас продолжаете отношения, или если вы с ним расстались и уже не хотите возвращаться обратно, здесь в любом случае мужчина может проявиться в вашу сторону. Так что терять не хочет точно. Собирается ли возвращать, а куда он денется? Никуда он не денется, потому что чувства-то никто не отменял. Чувства, эмоции, неважно, он способен на глубокие чувства, эмоции или нет, все равно некий такой всплеск здесь может произойти в любой момент. Стоит ли вам делать первый шаг? Ну, вообще нет, потому что аркан звезда, он замечательный, но это не о том, чтобы вы делали первый шаг, тем более на это, в этой колоде здесь девушка отвернута даже стоит. Не буду показывать тут аркан, такой YouTube не любит такие картинки. Вот, поэтому повремените с действиями пока, даже если очень хочется, я не вижу здесь... Я не вижу в этом такого уж прям позитива и такого вау-результата, если вы сейчас будете действовать. Вам нужно сейчас повременить с действиями. Время покажет. Вот сегодняшний расклад, весь расклад делаю, мне постоянно хочется сказать, здесь со временем все прояснится, все встанет на свои места. И если вы этого мужчину хотите отпустить, то вы сможете его отпустить. Если вы захотите с ним быть дальше, то мужчина здесь может созреть на шаги в вашу сторону, и вы можете действительно отношения ваши наладить. Но вашей активности здесь я не вижу. То есть я не могу сказать, что здесь показана ваша активность. Даже если очень хочется, лучше себя сдержать и немножко отдалить момент этой активности. Лучше дождаться, пока мужчина сам сделает первый шаг. Конечно, вам никто указывать ничего не может, тем более общий расклад Таро. Расклад Таро нам нужен для того, чтобы мы могли оценить ту или иную ситуацию с психологической точки зрения, лучше понять людей, делать более взвешенные выводы из разных ситуаций. Так, давайте сейчас посмотрим, что хотят сказать вам высшие силы вообще по поводу всего этого, что сегодня мы увидели. Ну вот, Иерофант вышел. Для большинства из вас здесь кармическая связь, во-первых, вы учителя друг для друга. А во-вторых, все решат высшие силы. Как бы, что бы вы ни делали, как бы вы
не переживали, не мучились или наоборот уже радуетесь, что, допустим, расстались, и вы реально этому радуетесь. Ситуации же разные у всех. Но все равно все со временем, опять-таки скажу, со временем будет подведено к общему знаменателю очень правильному. И сделают это высшие силы. То есть в ваших отношениях с ним очень многое предопределено. Очень многое вы не можете изменить, даже если очень хотели бы. Поэтому вам нужно этот факт принять, поблагодарить Вселенную за то, что этот мужчина был или есть в вашей жизни, если вы собираетесь тем более с ним продолжать отношения, да, если и расстались. И просто примите волю небес. Вы наверняка, многие из вас чувствуете, что вас как будто ведет действительно судьба с ним по разные ситуации вы с ним переживали и переживаете сейчас, и, возможно, много знаков было, или вот вы чувствуете, что это очень необычные отношения, не такие, как, возможно, у вас когда-то были с кем-то, и вы уже забыли этого человека. Здесь все по-другому, здесь глубоко, здесь очень серьезно, здесь очень затронута ваша эмоциональная сфера, ваша душа вообще. Но здесь так, что все будет решено наилучшим, правильным образом. Доверьтесь небесам, доверьтесь высшим силам. И, конечно, действуйте так, как подсказывает вам ваше сердце. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мои каналы, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube. Обязательно нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую. Нежно люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго. До свидания.